Привет. Питьевая вода – очень нужная для человека жидкость. Морская вода полна минералов и микроэлементов, но пить ее трудно физически, и жажду ей вы точно не утолите. Чтобы получить из морской воды пресную, мы имеем на борту опреснительную установку. Но дистиллированную воду пить тоже не стоит. Те, кто называет дистиллят живой водой, у меня для вас плохие новости. Дистиллированная вода 2H и 1O – это мощный природный растворитель, и, попав в организм, будет вымывать из него минералы и микроэлементы. И первое, что будет от этого страдать, это ваши зубки. За подробностями идите в паблик «Химия просто». Ну так, как же нам на борту заиметь питьевую воду? Сейчас все расскажу. Есть два пути. Либо заказать воду с берега, что является постоянной практикой, ведь вся береговая вода питьевая по международным стандартам. Туда же отнесем и бутылированную воду, что я сам заказываю ящиками, но это уже мое психическое отклонение. Другой путь – получить питьевую воду на борту. И вот тут для тебя, инженер, у меня снова два варианта. Первый. После питьевого гидрофора можно поставить инжектор минералов. Если слово гидрофор тебя пугает, вот тебе видео о нем, посмотри. Вот тебе рабочая схемка с одного из действующих на 2022 год судна. На выходе из гидрофора стоит волокнистый фильтр, а на входе питьевая водичка получает дозу химозы, что восстанавливает уровень минералов и микроэлементов в ней до питьевой нормы. Система тупая да нельзя. Магнитные пускатели инжекторов химии сидят на вспомогательных контакторах магнитного пускателя основного питьевого насоса. Каждый пуск питьевого насоса и пополнение гидрофора запускает инжекцию химии. Есть другая схема судна 2017 года постройки. Из гидрофора вода попадает в фильтр, после чего вода подвергается стерилизации ультрафиолетовым спектром излучения. Если в этой колбе кончится лампа, нам об этом скажет сенсор. А вот потом вода поступает в специальный танк, что называется фильтром восстановления жесткости. Напомню, что элементы жесткости воды – это соли кальция и магния. Вообще тут все немного сложнее, но мы туда не полезем. В качестве наполнителя и восстановителя жесткости воды выступает доломит. Проходя через него, дистиллят вымывает из него соли кальция и магния, и в таком состоянии вода уже пригодна для питья в течение длительного периода времени. Помимо нормального режима работы, этот фильтр имеет возможность промывки противотоком на случай, если перепад давления мешает нормальной работе устройства. Как же следить за состоянием наполнителя, ведь он вымывается со временем? Для этого необходимо на постоянной основе производить анализ воды на уровень кислотности. Если показатель pH падает ниже 6,5, нужно добавить доломита в танк. Не знаю, как тебе, инженер, а мне эта система нравится гораздо больше, чем первая. Корпус этого танка, как и все трубы, выполнены из добротной нержавейки, а количество подвижных частей сведено к нулю. Честно говоря, ни на одном судне я не видел такие системы в действии. Питьевую воду мы заказываем с берега, а для личного употребления мы заказываем бутылированную водичку. А как обстоят делишки у тебя? Расскажи мне в комментариях, какие системы используете вы и как ваша компания реагирует на большое количество сделавших свое дело пластиковых бутылок на борту. И напомню тебе, инженер, что есть у меня на канале видео по гидрофору, что будет в тему к сегодняшнему выпуску. Увидимся!